Главарь банды байкеров-хулиганов по имени Дэнни был человеком, которому казалось, что мир обязан кланяться перед его кожаной курткой и грохотом мотора. Он возглавлял десяток таких же бродяг, которые привыкли шляться по окраинам города, распугивая прохожих и громко смеясь над чужими проблемами. Их жизнь состояла из гонок по ночным улицам, дешевого виски и постоянных попыток доказать, кто в округе главный. В тот знойный летний полдень они мчались по пустынной дороге за городом, когда Дэнни заметил у обочины большую собаку, мирно лежащую в тени деревьев. Пес выглядел ухоженным, с крепкой грудью и спокойным, почти человеческим взглядом. Но для Дэнни это был просто повод показать свою смелость. Он остановил мотоцикл, спрыгнул на землю и, ухмыльнувшись своим приятелям, медленно подошел к животному. Не раздумывая, он грубо пнул собаку носком тяжелого ботинка. Пес вскочил, но не зарычал. Его взгляд оставался спокойным, даже слишком спокойным. И в этот момент раздались шаги. Из-за поворота дороги, как будто возникнув из воздуха, появился мужчина в ковбойской шляпе. Его походка была неторопливой, но в каждом движении чувствовалась сила. Это был Чак Норрис-человек, о котором Дэнни слышал легенды, но считал их выдумкой. Чак остановился, глядя прямо на него. Взгляд был холодным и пронзительным, как сталь. Время, казалось, замедлилось. Байкеры, еще недавно смеявшиеся, вдруг притихли, а в воздухе повисло глухое напряжение. Не говоря ни слова, Чак подошел к Дэнни. Его движения были быстрыми, но выверенными. Одним ловким приемом он сбил с наглого главаря всю самоуверенность. Резкий разворот, точный удар, и Дэнни оказался на земле, не понимая, что произошло. В ушах звенело, а в груди поднималась волна осознания: он только что перешел дорогу человеку, которому лучше не мешать. Остальные байкеры, осознав, что их лидер уже не хозяин положения, начали пятиться, избегая прямого взгляда Чака. Он даже не тратил на них слов, одного его присутствия хватало, чтобы любой понял, кто здесь настоящий хозяин дороги. Пес подошел к своему хозяину, спокойно встал рядом и слегка вильнул хвостом. Чак бросил короткий взгляд на собаку, затем снова на Дэнни. И, не сказав ни слова, развернулся и пошел прочь, оставив за собой тишину и пыль, медленно оседающую на горячий асфальт. Дэнни лежал, глядя в голубое небо, и понимал, что этот день он запомнит надолго. Если вам понравилась эта история, поставьте лайк и подпишитесь, впереди еще много удивительных рассказов.